Как сейчас выглядит медведица, которая из-за болезни потеряла всю шерсть? Пожалуй, можно сказать, что это настоящая история о преодолении и исцелении премии, которая затрагивает сердца людей и вдохновляет на милосердие. Лишиться шерсти для животного – настоящая катастрофа, ведь в дикой природе с такими проблемами выжить невозможно. Именно такая трагедия случилась с Евой, черной медведицей Котыя, которую прозвали Голой. Это не просто история о болезнях и победах. Это урок о любви, поддержке и стойкости. В канун Рождества 2017 года спасатели в Северной Калифорнии нашли в мусорном баке лысого медвежонка весом всего 13 килограммов. Как сообщили представители организации по защите животных, у Евы была чесотка в очень тяжелой форме. Это паразитарное заболевание вызвано клещами, поражающими кожу. Симптомы включают выпадение шерсти, сильный зуд, образование корозд и ран. Более того, болезнь может привести к серьезным кожным инфекциям, потере веса, слепоте и даже смерти. Состояние Евы вызывало глубокую тревогу у тех, кто ее нашел. Медведица выглядела истощенной и напуганной. Ее маленькое тело было покрыто коростами и ранами, отражением страданий, которые она перенесла. Но в этот момент ее жизнь начала меняться. Еву осмотрели ветеринары, а затем взяли под наблюдение, обеспечив лечением и сбалансированным питанием. Это была настоящая точка поворота в ее судьбе. После спасения медведица находилась в надежных руках специалистов, которые понимали, как важно не только вылечить физические недуги, но и предоставить ей безопасное и заботливое окружение. Спустя полгода после спасения болезнь практически отступила. Однако у медведицы оставалась кожная инфекция. Животному пришлось пройти еще курс многомесячного лечения. Ветеринары и зоозащитники работали не покладая рук, чтобы вернуть ее к здоровой жизни. Они использовали специальные крема и лекарства, которые помогали снять воспаление и защитить оставшуюся кожу. Каждый день Ева чувствовала, как облегчение приходит с каждым новым сеансом лечения. Она начала восстанавливаться, и постепенно ее жизнь наполнилась новыми красками. В конце концов, стало ясно, что Ева слишком привыкла к людям и вряд ли сможет выжить самостоятельно в дикой природе. Несмотря на то, что она делала значительные успехи в восстановлении, инстинкты, необходимые для жизни в дикой среде, казались утерянными. В спячку у нее впасть вряд ли получится, а контактировать с другими медведями она не умеет. Поэтому медведице пришлось подыскивать комфортный дом. Так Ева оказалась в заповеднике города Мерчисон в Техасе. Это место стало ее новым домом, где она смогла получить надлежащий уход и вести максимально комфортную жизнь. Заповедник был предназначен для животных, которые не могут вернуться в дикий мир, и он обеспечивал безопасные условия для всех своих обитателей. Здесь Ева встречала такой же опытный и заботливый персонал, как и в предыдущем месте. Специалисты заповедника были уверены, что нужно создать для ее жизни все условия санити, чтобы она могла восстановиться. Наступившая пора зимнего затишья стала для медведицы возможностью адаптироваться к новым условиям. Каждый день прошел в новой атмосфере заботы, любви и заботы о ее здоровье. Сегодня медведица наслаждается привычными для косолапых радостями, лазит по деревьям, плавает и ищет пищу. Вокруг нее дышащая жизнь, звук листвы, журчание воды и пение птиц создавали идеальные условия для медведицы, которая, наконец, смогла ощутить, что такое быть медведем. Каждый день персонал присматривал за ее прогрессом, внимательно отслеживая эмоции и поведение. Бурные воды возвращали Еву в мир дикой природы, где она могла, наконец, испытать кусочек своей утраченной свободы. А от страшной болезни не осталось и следа. В ней невозможно узнать того лысого медвежонка, которого спасатели нашли в мусорном баке 7 лет назад. Теперь она была сильной, здоровой и независимой медведицей. Ева даже завела новые дружеские связи с другими медведями, которые помогали ей освоиться в новом окружении.
Их взаимодействие стало настоящей радостью для наблюдателей заповедника. Она проявляла интерес к своим сородичам и участвовала в играх, что еще раз подтверждало, что жизнь после всех испытаний продолжает быть прекрасной. Новая жизнь Евы стала настоящим ярким примером того, как силы природы и забота человека могут соединиться для достижения успеха. История медведицы вдохновляет людей по всему миру. Кроме того, многие начали интересоваться ее прошлым и тем, как она справилась с испытаниями. Заповедник, где живет Ева, стал местом, куда приходят посетители, чтобы узнать о ее истории, увидеть, как она адаптируется и понять, как важно защищать диких животных в их естественной среде обитания. Проект по сбору средств, организованный в поддержку заповедника, стал стремительно набирать популярность. Люди всех возрастов отправляли средства, которые помогали обеспечить уход за животными, необходимое оборудование, медицинское обслуживание и многое другое. Множество историй лечения животных, как у Евы, способствовали росту осознания важности защиты природы и обеспечения качественной жизни для всех существ. По мере того, как зима сменилась на весну и природа вновь ожила, посетители в заповеднике стали все чаще замечать, какую радость приносит Ева, мудрая черная медведица. Она стала настоящей звездой, получая внимание как от прессы, так и от обычных людей, которые приходили, чтобы узнать о ее невероятной трансформации и ощутить ту любовь и надежду, которую она привносила своим присутствием. Сегодня медведица Ева продолжает представлять собой символ надежды и сил, которые могут порождаться в минуты испытаний. Ее история показывает, как важно следить за природой и заботиться о ее обитателях, что даже самые сложные моменты могут привести к новым возможностям. Каждый год, когда весна приходит в заповедник, Ева становится центральной фигурой веселых мероприятий, направленных на сбор средств и повышение осведомленности о защите окружающей среды. Как сложилась ее судьба через несколько лет? Жизнь продолжает удивлять всех вокруг. Ева, находясь в тепле заботы людей и своих новых друзей, показала, как сильной может быть природа, даже если она прошла через сложности. Ее путь от страха к свободе не только освободил ее дух, но и вдохновил всех вокруг. И в этом свете, даже не будучи медведицей, она стала символом любви, надежды и той связи, которая может возникнуть между человеком и дикой природой. Разве не удивительно, как маленький поступок доброты может изменить судьбу не только животного, но и всего сообщества? Через всю эту историю стойкости зоозащитники и сторонники защиты дикой природы понимают, насколько важна их работа и как она может влиять на будущее. Для всех, кто следит за Евой, это значит верить в возможность второго шанса, верить в силу каждого маленького шага, который указывает на то, что забота может творить чудеса. Ева, в свою очередь, не только пережила трудные времена, но и теперь вдохновляет других, показывая, что жизнь может быть доброй к тем, кто сможет попытаться ее изменить. И это делает ее историю поистине уникальной. Каждую зиму, когда ее новая жизнь погружается в спокойствие и незаметно к природе, Ева напоминает всем нам о важности любви, стойкости и заботы о наших братьях меньших. Какой урок извлекаем мы из истории Евы? Возможность преодолеть трудности и необходимость единых действий во имя лучшего будущего для всех живых существ. Ее жизнь вдохновляет людей повсюду принимать участие в охране окружающей среды и заботе о животных, предоставляя поддержку тем, кто сражается за лучшее существование. Дорогие зрители, как вы думаете об этой вдохновляющей истории о медведице Еве и ее пути к исцелению? Как вы можете помочь в борьбе за защиту дикой природы? Напишите о своих мыслях в комментариях. Если вам понравилось это видео и его содержание, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До встречи! Эта история о медведице Еве – шанс для всех нас задуматься о том, как мы можем изменить свою жизнь и окружающий мир. Давайте будем заботиться о нашей природе и берегите тех, кто нуждается в нашей поддержке.